Друзья, всем привет! В предыдущих видео я говорил, что Киев это город возможностей. И это касается не только работы и карьеры, но и отдыха здесь. Одно из главных преимуществ Киева в том, что тут всегда найдется где погулять и куда пойти. Причем многие из самых красивых локаций, но они абсолютно бесплатны. Поэтому единственное, что вам понадобится для хорошего времяпровождения, это отличная компания и прекрасное настроение. А для того, чтобы вы точно знали, что стоит посетить, поделюсь с вами списком самых топовых и красивых мест в Киеве. Погнали! Первое место — это Крещатик и Майдан Независимости. Я думаю, что не найдется ни одного человека, который, побывав в Киеве, не посетил сердце столицы, главную улицу Крещатик и центральную площадь Майдан Независимости. Уверен, что это первое место по посещаемости в городе в любое время года. Это не только must-have локация в маршруте каждого туриста, но и одно из мест, где проводятся все самые главные мероприятия города Киева, да и всей страны в целом. Кстати, совсем скоро будет День независимости, и именно на Майдане будет проводиться грандиозный концерт и все торжества, посвященные этому празднику. Помимо того, что это место является центром всех неформальных тусовок и официальных мероприятий, в свое время Майдан стал и местом двух политических революций, а на улице Крещатик в 13-14 году происходили одни из самых трагических событий за все времена независимости нашей страны. Но это еще больше добавило исторической ценности данному месту. Сейчас же здесь приятно прогуляться как в выходные, так и в будние дни и насладиться красивыми видами и атмосферой. Правда, будьте готовы, что людей здесь много всегда, не только по выходным, но именно постоянно гуляющие туристы, уличные музыканты и танцоры, множество магазинов, кафешек, ресторанов и сувенирных лавок создают здесь свою особенную атмосферу. А еще в теплое время года работают фонтаны на Крещатике, а также совсем недавно открыли поющие фонтаны на Майдане. Наиболее увлекательными фонтаны выглядят в вечернее время за счет дополнительных световых эффектов. Также здесь вы найдете множество заведений, где можно выпить вкусный кофе, что-то перекусить или же почилить, заглянув куда-то на коктейльчик с кальяном. В этом плане тут найдется место на любой вкус и на любой бюджет. Второе место — это Арка Дружбы Народов. Совсем рядом с Майданом Независимости находится еще одно крутое место — Арка Дружбы Народов. Достопримечательность расположена в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Поскольку арка была установлена еще во времена СССР, несколько лет назад ее хотели демонтировать, но это оказалось очень дорого, и власти все же приняли решение пока этого не делать. Ну, а у нас осталось одно из самых красивых мест в Киеве, которое стоит посетить. Но это место завораживает не столько самой аркой, сколько великолепными видами со смотровой площадки, которая расположена сразу за монументом. Отсюда вы увидите шикарные пейзажи, а также Подол, Днепр и его левый берег. Также рядом находится парк и новый пешеходный стеклянный мост, а зимой возле арки работает каток. В вечернее время Арка Дружбы Народов подсвечивается цветами радуги, за счет чего становится еще и прикольной локацией для ярких фоток или видео. Третье место — это Контрактовая площадь, одно из моих любимых мест и одна из древнейших площадей Киева, которая сочетает в себе старину и современность. Находясь здесь, вы как будто попадаете в прошлый век. Старые низкие дома, узенькие улочки, создается ощущение, что это место еще хранит в себе атмосферу ярмарок и гуляний. В самом сердце Контрактовой площади расположен Гостиный двор, главный торговый центр Старого Киева. Тут находится один из старейших фонтанов столицы — Самсон, памятник Григорию Сковороде и Петру Сагайдачному, а также именно здесь расположено одно из лучших высших
учебных заведений Украины – Киевско-Могилянская академия. Но помимо этого на Контрактовой площади вы найдете огромное количество магазинчиков и ресторанов, которые оживляют всю эту атмосферу и добавляют какой-то современности. А еще вы сможете покататься на колесе обозрения, насладившись шикарными видами Подола. Контрактовая площадь – это одно из мест, где всегда тусуется много молодежи, а также ее можно считать одним из центральных мест различных неофициальных тусовок. Четвертое место – Киево-Печерская лавра. Киево-Печерская лавра является не только одним из самых красивых мест в Киеве, но и уникальной религиозной достопримечательностью. Лавра занимает одну из центральных и главенствующих позиций среди всех православных святынь не только Киева, но и целого мира. Аналогичного храма больше нет нигде в мире. По своей инфраструктуре храм больше напоминает небольшое поселение, расположенное в центре столицы. Основным достоянием лавры являются иконы святых и мощи преподобных, которые находятся в захоронениях, образованных 7 веков назад. Также сюда часто привозят ценные для православной церкви чудотворные иконы. Киево-Печерская лавра является одним из самых известных и древнейших храмов всей страны. Здесь вы сможете часами бродить по территории, наслаждаясь архитектурой, музеями и таинственностью пещер. Во что бы вы ни верили, а атмосфера Киево-Печерской лавры точно сможет подарить вам ощущение душевного спокойствия и умиротворения. Пятое. Софийская площадь. Наверное, самой красивой площадью в Киеве считается Софиевская. На территории площади располагается множество важных для украинской столицы достопримечательностей, среди которых расположен памятник Богдану Хмельницкому и Софийский собор, который является главным украшением этой площади. Несмотря на то, что площадь выглядит достаточно просто и скромно, это никак не убавляет достоинства и шарма этого места. Тут любят гулять не только туристы, но и сами киевляне. Особенно красиво здесь также по вечерам. Софийская площадь всегда оставалась и центром политической жизни страны. Много важных политических действий происходило именно здесь. Каждый год на Софийской площади устраивают все возможные культурные мероприятия. Например, к Рождеству здесь устанавливают традиционный кукольный театр. А вот на Новый год площадь превращается в центр народных гуляний с выступлениями различных фольклорных ансамблей. Также здесь обычно устанавливают главную елку страны, а еще заливается большой и красивый каток. Так что любителям активного отдыха особенно стоит обратить внимание на это место. Шестое место. Родина-мать. Еще одна визитная карточка Киева. Родина-мать является экспонатом Национального музея истории Великой Отечественной войны. Монумент был установлен на одной из самых высоких точек Киева. Родину-мать можно увидеть практически из любой части города. По своему замыслу монумент воплощает стойкость духа народа, который сумел выстоять и победить в самой страшной войне. Здесь есть возможность подняться на одну из самых высоких смотровых площадок, которые находятся на щите Родины Матери. Для того, чтобы туда попасть, вам нужно будет подняться на первом лифте до пояса монумента. Потом инструктор даст вам страховочный пояс и расскажет правила безопасности, после чего на втором лифте вас поднимут до лестницы. Здесь вам придется уже подниматься самостоятельно, сначала по металлической лестнице, а потом по круговому тоннелю. Кстати, этот круговой тоннель – это рука монумента. На смотровую площадку вы выйдете через люк, и здесь уже, отстегнув страховой пояс, попадете в железную клетку. Это и есть обзорная точка со щита Родины Матери. Несмотря на нелегкий и достаточно опасный проделанный путь, этот подъем однозначно стоит того. С высоты птичьего полета вам откроются просто шикарные виды на левый и правый берег Киева, Днепр, Южный мост, а также отсюда вы сможете увидеть правую руку монумента с мечом. Седьмое место. Межигорье. Национальный парк Межигорье также известен как бывшая резиденция президента Януковича. После событий Евромайдана территория, которая ранее находилась закрытой,
стала национальным достоянием и была открыта для посетителей. Резиденция привлекла особое внимание и вызвала просто бурю эмоций у всего мира, не только из-за своей огромной территории, но и из-за своей роскоши. На сегодня Межигорье является одним из лучших и чистых мест для отдыха в Киевской области, куда могут попасть все желающие. Здесь вам не придется скучать, и развлечения найдутся абсолютно для всех. Вы можете посетить групповую экскурсию продолжительностью 2,5-3 часа, где вам расскажут о тайнах истории Межгорья и основных его сооружениях. Также на территории есть зоопарк, в котором проживают страусы, фазаны, антилопы, ламы, редкие павлины, а в водоемах вблизи плавают гуси, утки и лебеди. Здесь же есть и кинологический центр Антеус, где проживает около 70 собак различных пород. Безусловно, одним из главных достояний Межигорья является бывший дом Януковича. По своей роскоши он, вероятно, не имеет аналогов. С террасы открывается шикарный вид на Киевское море. Ну а вот внутрь здания, к сожалению, сейчас посетителей не пускают. Еще вам обязательно стоит посетить гараж с ретро-транспортом. Только представьте, там хранится 35 ретро-автомобилей и 7 мотоциклов. Но и это еще не все достопримечательности. Межигорье еще здесь есть каскад искусственных озер, бункер, вертолетная площадка, теплицы, яхты, теннисные корты, бассейны, сауны, беседки, скульптуры, бензоколонки и даже соляная пещера. Вы можете организовать себе пешую прогулку или же взять, например, велосипеды, чтобы успеть посмотреть как можно больше локаций. Так что welcome всем желающим где-где, а в Межигорье вам точно и дня не хватит, чтобы все обойти и все увидеть. В любом случае, здесь вы гарантированно приятно и весело проведете свой досуг. Ну что ж, друзья, на мой взгляд, это одни из самых красивых мест Киева, которые однозначно стоит посетить в первую очередь. Но это еще не все, и в следующем видео я расскажу вам, какие еще в Киеве есть крутые места. А пока делитесь в комментариях, какие ваши самые любимые локации, где чаще всего гуляете и любите проводить время. А также ставьте лайк, если видео вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал и страничку в инстаграм, чтобы первыми быть в курсе новых выпусков. А еще с подписчиками моего телеграм-канала поделюсь локацией одного из моих любимых заведений, в котором пекут лучшие в столице круассаны. И как раз гуляя по центру города, у вас будет возможность туда заскочить. До скорого, друзья!